Всем привет! И прежде чем начать разговор о фильме «Пила», премьера которого состоится 26 октября в России и 27 октября мировая премьера будет, я хочу вам сказать про канал Брачо ТВ. На этом канале вы сможете посмотреть различные блоги и очень много видео, касаемых именно фильма «Пила». Я думаю, что, возможно, многим будет интересно. На этом канале очень интересно рассказывается про фильм «Пила», про актеров, про дубляж, про всякие интересные еще другие темы. Так что заходите, будет интересно, скучно не будет. Вот, ну и давайте тогда сейчас перейдем уже непосредственно к нашему фильму «Пила». Значит, еще раз напомню, премьера фильма в России состоится 26 декабря, мировая премьера будет 27-го. И что же, какие у нас новости по фильму? Изначально фильм «Пила» должен был называться и «Пила. 8-я часть», и «Пила. Легаси», и все-таки создатели фильма решили остановиться на Jigsaw, то есть фильм будет просто называться «Пила». Это будет 8-й фильм из серии, из франшизы. Фильм первый раз вышел в 2004 году, покорил, соответственно, большое количество людей, и сейчас у фильма «Пила» громадное количество поклонников, и, соответственно, поклонники ждут не дождутся очередной серии «Пилы». И на этот раз режиссерами фильма стал не один человек, а целых два – Майкл и Питер Спириги. И сценарий написали тоже два человека. На сценариями трудились Джордж Столберг и Пит Голдфингер. И сюжет будет рассказывать нам о том, что опять же много появляется по городу различных тел, и каждого из этих людей постигла жуткая расправа, и улики, соответственно, ведут только к одному человеку, к Джону Крамеру. Но, насколько мы знаем, Джона Крамера уже давным-давно нет в живых. Тоже окажется убийцей, возможно, это кто-то, один из последователей «Пилы», или, возможно, даже, что кто-то из сотрудников следствия. Это то, что нам известно про сюжет фильма. Вот. Ну и также нам известно, что Тобин Белл обязательно появится в фильме. Лора Вандерворд сыграет роль Анны. Манделла Ван Пилс исполнит роль Митч. И также в фильме появится Ханна Андерсон, которая исполнит в 8-й «Пиле» роль Элеоноры. Вот. Но изначально, насколько мы знаем, последним фильмом из серии «Пила» должен был быть «Пила 3D», но позже компания Lionsgate заказала еще один фильм. В феврале 2016 года стало известно, что Джордж Столберг и Пит Голдфингер напишут сценарий для фильма. Также в июле 2016 года были выбраны режиссеры фильма. Майкл и Питер Спирик, режиссеры фильма, обещали, что в фильме будет множество диких и жестоких ловушек, и что, как говорится, скучно не будет. И, конечно, интересен маркетинговый ход. Вообще вся рекламная кампания фильма «Пила», она, соответственно, поражает нас с каждым новым фильмом все больше и больше. Не так давно я говорила по поводу рекламной кампании фильма «Оно». Также была интересная рекламная кампания фильма «Джиперс Криперс», также отличалась. Но у фильма «Пила» вообще очень отдельная история, очень интересная история, каким образом организуется и проводится рекламная кампания фильма «Пила». Вот. Ну и традиция Хэллоуина возобновляется. После долгого отсутствия возвращается другая франшиза, это Blood Drive. И, насколько мы знаем, начиная с 2004 года эта традиция продолжается и по сей день. Перед выходом каждого фильма «Пила» запускается проект под названием Blood Drive. Это конкретная кампания по сбору крови. И, кстати, за все это время, на сегодняшний день, франшиза собрала 120 тысяч пинтов крови и спасла 360 тысяч жизней. Уже 5 октября этого года началась с Нью-Йорка, опять же, кампания Blood Drive. И эта кампания охватит 25 городов Соединенных Штатов. Посмотреть, какие города
можно будет отправиться и сдать свою кровь, можно на Jigsaw Blood Drive. Ссылка на веб-сайт найдете под видео. Вот, достаточно неплохая компания, кстати, помогающая людям и спасающая жизни. Ну, а несколько дней назад вообще произошло, мне кажется, такое историческое событие. На открытии Нью-Йоркской фондовой биржи в колокольчик звонил сам Тобин Белл, главный актер фильма «Пила». И вообще, так как каждый день, когда открывается Нью-Йоркская фондовая биржа, это транслируется по всем новостным каналам, и звонит вот этот колокольчик, что открылась Нью-Йоркская фондовая биржа, это большое событие каждый день. И вот на таком вот открытии присутствовал Тобин Белл и другие актеры. И вообще было очень поразительно смотреть вот на это здание. Показывали снаружи здание Нью-Йоркской фондовой биржи, и висели такие большие плакаты вот с изображением вот этих вот крашеных рож. И было такое ощущение, что это не Нью-Йоркская фондовая биржа, а как будто это премьера фильма «Пила». И когда камера переместилась в само здание Нью-Йоркской фондовой биржи, где проходят все торги, где находится вот этот большой звонок, на всех экранах, на которых транслируются всякие там рейтинги и так далее, был постер фильма «Пила». Вот. Ну и потом, когда камера уже переехала непосредственно к самому звонку и обычно стоящей группе людей на открытии, среди этих людей был как раз Тобин Белл. Мне кажется, это потрясающий рекламный ход, который сделала компания Lionsgate, и возможно, что через много лет мы будем вспоминать, как когда-то на Нью-Йоркской фондовой бирже был вот такой интересный случай, что присутствовал Тобин Белл и проводил открытие нового дня Нью-Йоркской фондовой биржи. Что еще можно сказать? Вышло еще 2 ТВ-спота, вы их можете посмотреть, ссылка на них будет после обзора. И, кстати, есть еще интервью с Тобином Беллом как раз с Нью-Йоркской фондовой биржи. Ссылка также будет в конце обзора, потому что видео достаточно длинное, больше 10 минут. Сами посмотрите, как говорится, все оцените. Сейчас давайте посмотрим вот это короткое открытие Нью-Йоркской фондовой биржи. Вот такое было видео с Нью-Йоркской фондовой биржи. Это состоялось 5 октября, то есть несколько дней назад. И смотря на Тобина Белла, я, конечно, уже вижу, что актер уже достаточно пожилой, и, по-моему, ему уже ни до чего. У меня создалось такое впечатление. Вот.
Но все равно очень такой-то хороший рекламный ход, как мне кажется, от компании Lionsgate. Наверное, достаточно дорогостоящий проект. Вот. Но я думаю, что это оправдает свои ожидания. Очень оригинальный и очень, мне кажется, хороший рекламный ход. Вот. И также я еще хотела сказать, что Данияр Аринбай сегодня утром сбросил сообщение, очень интересное видео, что, оказывается, сейчас в Нью-Йорке проходит Комик-кон, и там даже сделана специальная комната, называется она Jigsaw Escape Room. То есть это такой большой металлический бокс, и из этого бокса нужно выбраться за определенное время. То есть вы на несколько минут погружаетесь в такую атмосферу фильма «Пила». И если вы выбираетесь из этой комнаты за это лимитированное время, если вы, как говорится, победили и выбрались, то вам в подарок дается футболка. Футболка Jigsaw, футболка нового фильма «Пилы». Кстати, забыла сказать по поводу Blood Drive, по поводу сдачи крови. Если вы сдаете кровь, вам предоставляется бесплатный билет на премьеру фильма. Вот такие вот, как говорится, подарки от фильма «Пила». Очень хорошая рекламная кампания, и с одной стороны и человеческой, с другой стороны это очень хороший рекламный ход, и я думаю, что фильм будет достаточно успешным. На сегодня такая информация. Сейчас смотрите, как говорится, вот эти все видео. Можете посмотреть 2 рекламных спота, можете посмотреть также видео с Нью-Йоркской фондовой биржи, интервью с Тобином Беллом. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу рекламных кампаний, что вы думаете по поводу Blood Drive, как вам эта идея. И вот я жду ваших сообщений, что вы думаете по поводу фильма предстоящего «Пила». Пойдете ли вы смотреть? На сегодня все, пока. You and me are bored of regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win.